Не покупайте Ламия Medium, потому что его хочу покупать я. Да, ребята, вот такое вот сегодня название, в целом ролик. Я расскажу, почему тебе нужно купить краску Ламия Medium, почему это лучшее приобретение из серии Citadel в принципе, и почему это поможет тебе в покраске миниатюр. Расскажу, как его использовать, в каких случаях его применять, и вообще расскажу, как его использую я. И, ну вот, где его использовать можно, где его использовать нужно, и где ему, в принципе, даже, скорее, нет альтернатив. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Так, ну, первое и самое основное применение Ламия Medium – это в виде разбавителя. Разбавить красочку густую, сделать градиентик – это сюда, это к Ламия Medium. Справляется она лучше воды, потому что она, по-моему, для этого и создавалась, для того, чтобы делать плавные переходы и разбавлять густую красочку. Если я не ошибаюсь, она вообще применяется во всех красках от Цитадели. То есть используется сам пигмент, краска, да, то есть красящий элемент и ламия медиум. Поэтому, на мой взгляд, краска Цитадель имеет самую сбалансированную конструкцию, да, получается, структуру. Она не сильно жидкая, но и не сильно густая, вот. Но быстро засыхает, но об этом уже как-нибудь в другом ролике. У нее там есть свои минусы, и также есть свои плюсы. И отличный баланс как раз таки достигается за счет ламия медиум. Ну, не только благодаря ней, но она играет тут важную роль, и также она поможет вам хорошо разбавить ваши красочки, вашу густую краску, сделать хороший переход, ну, то есть разбавить краску до нужной вам консистенции, высветление, все вот, это ламия медиум, и если у вас стоит такая цель, то покупайте ламия медиум, вы не прогадаете, это 100%. Следующее неочевидное применение ламия медиум – это использовать ее как основу для своей проливки. Да, с помощью ламия медиум вы можете сделать свою проливку. Не знаю, насколько это актуально именно для тебя, то есть для вас, для тебя, потому что не все используют проливку. Многие, как и я, стараюсь чаще всего делать, рисовать тени от руки. Кстати, для этого тоже хорошо разбавить красочку. Вот о чем я и говорил, поможет. Но также из нее можно сделать интересную проливку, интересного цвета, которого нету в линейке Цитадели. Сделать свою проливку, свой цвет и, например, покрасить, там, не знаю, свою армию в интересные цвета проливки, которые нет ни у кого, кроме тебя. Такой цвет есть только у тебя, ты его получил, и ты его используешь. Интересно, в принципе, но для меня это не самое актуальное, потому что проливку я почти не использую редко и стараюсь использовать ее по минимуму, потому что дает грязь, и, ну, проливочка это, ребята, это уже, ну, не самая приятная вещь, поэтому я предпочитаю рисовать тени. Ну, проливки использую, но не так часто, чтобы прям целую баночку лами тратить на то, чтобы сделать себе интересную проливку интересного цвета. Что касаемо разбавительных свойств ламии медиум, это то, что она поможет вам привести к жизни старую красочку. Да, шанс есть, но он невелик. Можно добавить ламию в краску, то есть в любую там застывшую, но не прям каменную, а такую подзастывшую краску или какую-то не самую лучшую красочку, которая у вас есть от Стадели или еще от каких-то других брендов. Просто легче всего, мне кажется, смешать с Стаделью, поэтому привел этот пример. Вот опять, напишите, что это реклама Цитадели. Вот, поэтому можно разбавить и привести к жизни свою старую краску, подзастывшую какой-то не той консистенции, либо сделать красочку пожиже. Поможет вам ламия медиум. Добавляйте ее к краске, перемешивайте, и должно получиться. Я, честно, не пробовал, потому что, как я знаю, старые краски восстановить очень тяжело, но можете попробовать это сделать ламией. Я слышал, у многих получалось. Я лично еще не пробовал только водой, вода сделала только хуже, потому что я был неопытен, это было, может, год назад, может, еще раньше. Я пробовал разбавить старую краску, ну, такую подзастывшую от Цитадели, просто водой. Не делайте так, ребят, это была ошибка, лучше используйте ламию или используйте эту краску для драйбраша и купите новую. Такова уж особенность краски от Цитадель. С этим ничего не поделать.
Так, ну и то, как использую я и как я ее однозначно советую, рекомендую. Ну, ребята, оставьте мне пару баночек, не скупайте все, пожалуйста. Это использовать ламию медиум как лак. Да, ребята, сейчас многие удивитесь, что это такое, но на самом деле на рынке красок сейчас нету нормального лака. Точнее, есть, но достать его тяжелее, мне было легче. Год искать ламию медиум на сайтах, ее раскупают просто в миг, потому что хорошая, действительно хорошая техническая жидкость для покраски. Потом многим она интересна, многие покупают, и, конечно, я рекомендую купить и вам, попробовать, что это такое, но это, по-моему, хорошее применение лака. Как лак она используется хорошо. Я вообще не сам до этого додумался. Я нашел ролик на ютубе какого-то канала, русского, кстати. Честно, не помню название, не название видео. Думаю, вы сможете найти, если напишите лак для покраски миниатюр. Я использую лак от Звезды, но это не самый лучший лак, потому что он достаточно жирноват, и вообще все лаки с кисточки, они не самые хорошие. Но с баллона я никогда и не пробовал, просто мне многие говорят, что с кисти э, лакировать миниатюры это не самая вообще приятная вещь, которая получается по итогу. Поэтому многие вообще не покрывают лаком свои миниатюры. Я это делаю иногда по просьбе заказчиков или когда вижу, что краска плохо лежит, могу там зафиксировать ее лаком. Это опять же это не железобетонная конструкция, как вы понимаете, и она не защищает от сильных повреждений. Поэтому использовать ее как лак, как завершающий слой можно. Получается это неплохо, в принципе, даже среди аналогов, там вот я использовал Звезду, что я еще использовал, там еще был лак, я уже не помню. Вот это проявляется лучше всего. Конечно, лучше присмотреть себе, конечно, лак более серьезный, а не вот это вот прям специализирован, прям лак-лак, прям химия хорошая. Посмотрите в интернете, я, честно, здесь никаких советов дать не могу, потому что пока использую ламию, и мне этого хватает. Поэтому, если у вас нету лака, купите ламию. В принципе, даже среди каких-то вот, я смотрел какие сравнения, там было, по-моему, АК, Тамия, Валеха, и даже на фоне прям специализированной химии и лаков ламия медиум показала себя очень хорошо. Она больше скорее глянцевая, да, такая глянцевая, но все же работает хорошо. Рекомендую попробовать, мало ли вам понравится эффектик и будете на постоянке использовать ламию как лак. Но, ребята, опять же, оставьте мне пару баночек, я тоже хочу ее использовать. Вот, кстати, как она выглядит в виде лака. Да, достаточно глянцевая. Я что-то посмотрел, реально глянцево. Но если вам нужен какой-то другой эффект, есть матовые лаки. Но это не про ламию медиум, я ее использую как лак. И это выглядит вот так. В целом неплохо, но опять же не самый лучший результат, но он и не предназначен для того, чтобы его использовать как лак. Поэтому, в принципе, думаю, все в норме, все в порядке вещей. И использовать как лак его можно, но есть альтернативы, гораздо лучше. Поэтому, наверное, лучше его использовать как разбавитель скорее, чем непосредственно какой-то отдельный лак, потому что по сравнению с другими есть более хорошие представители. Надо попробовать, кстати, и как попробую, ребят, какие-нибудь другие лаки, тоже сниму видео о лаках, потому что в лаках у меня не так много опыта, поэтому пока снять видео о лаках не могу. Посмотрите информацию в других источниках и можете, кстати, рассказать потом в комментариях или написать мне насчет лаков. Что думаете, какой лучше взять и какие есть интересные альтернативы ламе и медиум. Рекомендую, кстати, покупать вот именно вот эту. Когда берете ее, может маленькую, может большую, зависит от ваших нужд. Если покупать, то, ребят, весь все видео и вообще все, что весь мой опыт складывался от этой красочки. Именно, когда берете Ламия Medium Technical, бывает Ламия Medium Contrast. Ее я не использовал, но вот это вот, по-моему, это вот то, что надо использовать. Контраст, не знаю, это опять же на опыте, не знаю, сильно ли там отличие вообще, зачем нужен контраст ламии, я честно не знаю. У меня есть один
Контрастик можете посмотреть видео на канале с моим первым опытом его использования. Прям открывали, смотрели, использовали. Но если брать Lamy Medium, то брать именно Technical. Следите за этим и м, покупайте правильную ламию, используйте в свое удовольствие.